Конкурс вопросов и прислали дистрибьюторы заранее вопросы на офис. Да, и очень многие вопросы сводились к одному. Какие перспективы производства, что нас ждет в ближайшее время? Будут ли продукты, например, для фитнеса, будут ли продукты для ухода за домашними животными, будут ли продукты по уходу даже за домашними растениями, автомобильные добавки и так далее. So the summary of the question would be what are perspectives of potential products in the future. Will there be products for home care, different products for taking care of home pets, taking care of home plants, taking care of the car, like different additives, солнечная линия, продукты для загара, чтобы не обгорать. И продукты для детей, отдельная линия. A separate line of products or series of products for children. Let me simply say, da. They will all be coming, every category you're talking about. Каждая упомянутая категория продуктов будет разрабатываться. One thing that's important is the dental care is great for children. Уникально и замечательно то, что уже существуют существующие продукты, также рекомендованы детям. This is the best shampoo in the world for children. Это самый лучший шампунь для детей So в is мире. bath and shower gel. Так же, как и гель для душа. So there isn't such a need for children other than if we did decorative packaging that made children like to use them. Может, такой большой необходимости отдельной линии для продуктов для детей нет, но, возможно, разработать привлекательную упаковку, в которой содержалось бы несколько продуктов для These are the детей. finest products that children could have. Это действительно самые лучшие продукты, которые можно предложить детям. Now we might make a few things. We might end up making a lollipop for tooth repair or something like that, or vitamins and things of that nature. Может, компания будет развивать свою линию сосательных конфет, например, может для восстановления повреждений зубов или для различных других процессов. Или закончат конфетками с витаминами. Конечно, что будет великолепным продуктом для детей. For pets, yes, we'll have some products. И что касается домашних животных, да, будут несколько продуктов. But Eternity works great for pets, and so does Fucoidan. Eternity и Fucoidan великолепно также применяется в Mix it into their food, and I don't think you could do anything better than that. В дополнение к существующему рациону, и результаты тоже великолепны. These have been studied with animal tests, and they have spectacular results. Так как эти продукты тестировались также и на животных, эти исследования, тесты имели грандиозные результаты. Home care products, yes, we'll have more, and they'll be environmentally green. Да, будет расширяться линия продуктов по уходу за домом, и будут использовать только те активные вещества, которые не наносят вред окружающей среде. We have 2 now. На данный момент 2 We продукта. only need 3 or 4 more, and we'll have those. Будут еще 3 новых. Okay. And then there'll be a lot of exciting products. Exciting products are always fun. И, конечно, будет очень много веселых и интересных продуктов, и главное веселье и задорность в разработке этих продуктов. Products for hair loss, of course. Конечно, продукт против выпадания волос. Tanning products. Продукты для загара. I'm hoping to have sunblock, of course, but a safe one.
Конечно, с солнцезащитными фильтрами, но безвредными, безопасными фильтрами. Canning accelerators. There's actually Для there's фитнеса, для фитнеса. Fitness, Для yes, fitness спортсменов. was also mentioned. Fitness will be a big thing for us. Да, продукты для фитнеса это большой масштабной компании. There is new chemistry. When I talk about chemistry, I'm talking about biochemistry. Существуют прогрессивные технологии биохимии, That is not doping, so any athlete can use it if they're которые не professional. являются допингами, и любой спортсмен сможет применять эти продукты. But we believe we can improve strength, endurance, regeneration, far beyond anything they're using. Но компания считает, что благодаря такой биохимии в продуктах, новых продуктах, возможно усилить, укрепить или улучшить состояние спортсмена, атлетическое состояние, придать сил, выносливость улучшить и также потенциал спортивной деятельности. Многие очень спрашивают, будет ли продукт для очистки для пищеварительной системы, для вывода шлаков и так далее. Yes, many have asked the question whether there will be a product for releasing different salts and pollutants from digestion systems. Well, yeah, we'll have an anti-parasite product, but we also have Body Shield. Будет продукт против паразитов и также будет продукт Body Shield или And it's coming right now. Body Shield is very interesting. доспех защиты организма. The Russians actually used it in Chernobyl to annihilate radiation, to clean up radiation. На данный момент этот продукт используется или использовался, активные вещества использовались людьми, которые помогали ликвидировать последствия Чернобыля, и этот продукт имел очень хорошие результаты для уменьшения степени радиоактивной загрязненности. They washed things in it, they sprayed it on plants, they gave it to animals, people. Люди дезинфицировали руки, также этой жидкостью, раствором опыляли, опрыскивали сами приборы и весь завод. Также использовался для животных. See, it takes radiation that's coming to hit you and gamma rays that go through and do so much damage as it tears pieces the DNA away by taking the electrons. Этот продукт будет способен защитить организм от радиации, от гамма-лучей, которые проникают через организм и ликвидируют или разрушают электролиты, которые поддерживают способность организма противостоять радиации. And it just grabs it, Просто захватывает гамма-лучи, satisfies the imbalance, удерживает их и восстанавливает гармонию или баланс. it becomes nothing. И последствий радиоактивного излучения не будет. But it also does that with toxins. Но то же самое относится и к токсинам. And so through the digestive system and in all of the cells of the body, you accumulate toxins. Токсины аккумулируются, накапливаются во всем организме, во всех клетках, и в том числе и в пищеварительном And тракте. cellular waste. И также остатки жизнедеятельности клеток. Let's say that this desk was a cell. Допустим, этот стол как клетка. It'll take nutrients in of different kinds to use to make things. Питательные вещества для своих процессов жизнедеятельности. And then it will put finished products back out as it uses some of it. И остаточные продукты или остатки жизнедеятельности выводят. But not everything that goes into the cell comes out. Но не все, что попадает в клетку, потом выводится. It starts to build up in the cell as we get older. Эти вещества начинают накапливаться в клетке. The organic fulvic acid goes into the cell and grabs it and takes it out. Органическая фульвовая кислота проникает в клетку и прихватывается к этим веществам и выводит из Cleans клетки. up the garbage in the cell. Можно сказать, что вывозит мусор из клетки. Brings in the nutrients, takes out the garbage. Транспортирует питательные вещества в клетку и выводит остатки
loads the cell with energy. The energy of the sun loads the cell with it. Наполняет клетку энергией, солнечной энергией. That's in Body Shield. Так будет действовать продукт Body Shield. If there is a miracle molecule in the world, it's that one. Если в мире существует формула чуда, то, скорее всего, это именно и составной части продукта Body Shield. In the digestive system, after food gets in the stomach, it doesn't go through a smooth surface like this. Также в пищеварительном тракте остатки пищи и остатки деятельности клеток остаются и It has не fingers выводятся like this равномерно. sticking up through it. So there's lots of surface area for nutrients to attach to and be absorbed. Итак, в пищеварительном тракте есть очень много места на эпителиях, где могут прикрепляться различные бактерии и накапливаться. Over a period of time, sludge starts to deposit in there. Например, шлаки, остатки начинают там накапливаться. They start plugging up, and it's toxic. Будут действовать токсично, будут токсичными. You get less nutrition. It's really a drain on your energy systems. Клетки будут получать меньше питательных веществ и также не позволят восполнить энергетический баланс. Fulvic acid comes along and takes all that, cleans it up. Снова, если составная часть является фолиевая кислота, Now, toxins are gone, irritation's down. все шлаки и токсины, You absorb more nutrients, you become much healthier. эпителии свободны для восприятия новых питательных веществ. This is a remarkable ingredient. И фолиевая кислота является великолепным ингредиентом. There's many types of radiation. Существует много видов радиации. There's nuclear radiation, of course. Конечно, ядерная радиация. But you have radiation from cell phones, from microwaves, Но также существует радиация и from your computer. мобильных телефонов, компьютеров. They work differently. Конечно, эта радиация Some воздействует of them по-другому. excite molecules, so they kind of rub together and heat up like in a microwave. Так же, как микроволны, микроволновая радиация воздействует на клетки, возбуждает клетки, они начинают притягиваться друг к другу и создается возбуждение. Cell phones do that in the brain. Также мобильные телефоны воздействуют на головной мозг. So they'd say, hold it out here, and every 20 seconds change it to this to avoid it. Существуют советы не держать, не приносить телефон близко к уху, держать на таком расстоянии и каждые 20 секунд менять ухо. Or use earphones. Или использовать наушники. But most of us aren't going to do that. Но большинство людей обычно так не поступают. But what organic fulvic acid will do is, as those molecules are disrupted, when it's done, it will restructure them. Но фолиевая кислота воздействует таким образом, что эти возбужденные или дисбалансированные клетки снова построятся в нужную структуру. It repairs that. И будет отремонтирована эта структура. So if you're worried about the radiation from a cell phone, from a microwave, from your computer, Если вы обеспокоены радиацией, которую излучают мобильные телефоны, микроволновые печи или компьютер, takes care of that. фолиевая кислота решает эту проблему. We're telling people in Japan right now, На данный момент в Японии компании советуют if людям, you're worried about your milk or your juice or your water, just break a capsule in a big gallon bottle. компания советует, если человек, например, Or a liter, покупает whatever it is. молоко, суп или нечто в большой таре, Just- то необходимо просто одну капсулу разломать и поместить в Break a жидкость, capsule, dump it in, shake it up, растрясти. pure. И можно сказать, что сам продукт или содержимое Radiation будет is gone. чистым, и радиации больше не будет. It's an amazing product. Действительно чудесный продукт. Мне вопрос. Закройщик. Как долго будет этот быстрый старт? Один вопрос. Второй. Нам обещали поездку в Америку, и какие правила будет, а второй, когда будет ногтевая система. Мы не умеем этим верим По быстрому работать. старту уже вопрос есть? Есть? Да, потом да. The first question was По быстрому старту есть уже. fast start will be valid. When and how what will be the principle for contest for travel to United States? And the next question was последний был Это гора Мауэра, Мауэр Mountains. Мауэр Ну Mountains. ладно. Okay.
Much of that I don't know. Большинство из ваших вопросов господин Том не I может don't know ответить. about the contest for Mauer Mountain. Somebody else does Про that. поездку в Америку он не отвечает. Наверное, скорее всего, The company's кто-то... become so big, I have to leave that to others. Sorry, but you can find out about it from. Компания настолько уже расширила, что господин Том сам лично за всем уже не успевает уследить, и другие люди за это I just have отвечают. so much to do, I can't keep track of that. И иногда теряют след, и то, что происходит, не в курсе. The Fast Start program goes till July 1st, and then it changes to the new program. Программа быстрого старта будет действовать до 1 июля, и потом будет измененная другая программа. And that's going to pay 30% out to the sponsor, and then it pays up 7 Это generations. будет 30% спонсору и до 7-го уровня. Then there's a big bonus pool there. Также большой фонд бонусов. So for people that are recruiting people, they get shares in the pool, and every month that pool gets divided. Те люди, которые будут рекрутировать или принимать новых дистрибьюторов, будут накапливать свои очки, если я правильно понимаю, в некий фонд. Будут участвовать в прибыли компании, которая скапливается от невыплаченных бонусов, если так проще сказать. Yeah. And the more shares you have, the more money you'll make. И чем больше долей или пунктов есть, тем больше прибыль. And if you enroll somebody, there's about 3 different levels you can enroll people at. Будут существовать 3 уровня, по каким можно набирать людей. You can fast start someone as a master distributor. Можно использовать быстрый старт и нанять человека уже на уровень мастер. And there are people who want to start there, and that gives you 5 shares in the pool. Это сразу гарантирует 5 акций в прибыли, 5 долей. If you fast start somebody at platinum, there's a share. Если принять некого человека на уровень платиновый уровень, то это будет означать 1 долю. We have another level, it's an accelerator pack, and you get a share and a half if you start Если somebody это at that. уровень Accelerator так, то это 1,5 доли. So there's 3 different ways to earn То есть shares. 3 различных уровня, как принимать людей новых. Okay. Вопрос. Можно ли принимать терминатор внутрь? Could a terminator be used inside the body? Yeah, if I tell anyone, legally, no. Юридически Practically, yes. And like my wife, she got kind of a stomach infection. I said, drink some Terminator. Как в случае с женой господина Тома, у него было какое-то воспаление, инфекционное заболевание в желудке, он сказал, выпей-ка немного терминатора. And I tell if you really want it to be effective, take a little baking soda. Если он не будет эффективным, то возьмите Maybe- питьевую соду, Maybe a small teaspoon or half a teaspoon, dissolve it in some water, drink it. чайную ложку или 1,5 чайной ложки питьевой соды развести водой и принять внутрь. Not so tasty, but just put it in water. Не It столь вкусно, neutralizes но the acidity in the stomach. нейтрализует кислотность в желудке. And then take maybe half a cup of Terminator. И потом принять пол крышечки терминатора. Because the acidity in the stomach is neutralized, it becomes even more effective. Ибо если нейтрализовать кислотность, высокий уровень кислоты в желудке, то терминатор будет воздействовать еще более эффективно. Somebody in the back? Задайте вопрос, пожалуйста. Меня интересует по поводу сахарного диабета. Что можно было бы лучше принимать, и есть ли возможность его регулировать, да? Для нормального. Which product might help in monitoring or controlling the diabetes, and which one could not prevent but eliminate symptoms? Well, talking about, okay, the best one is eternity, Но лучше это все-таки eternity. by far. It's very effective for helping to control Очень sugars. эффективно для контроля за состоянием диабета. If it's type 2 diabetes, Если это диабет второго типа, it's easy to control and even cure type 2. его достаточно легко контролировать и даже излечить. Type 1 is incurable. Первый тип, конечно, неизлечим. But you can improve the performance in the body with
Spectromax and Eternity, they're both very good for Но можно улучшить diabetes. общее функционирование организма SpectraMax и Eternity. Because they'll sensitize the receptors so you use more blood sugar. Они синтетизируют или сделают более чувствительными рецепторы, которые будут воспринимать больше сахара. And they'll help, but Body Shield can be very important too because it helps to clean the blood so well. Но также будет очень важным и упомянутый новый Body Shield, который помогает очистить кровь. And it'd be especially helpful in type 1. И будет особенно эффективен и полезен при первом типе диабета. Еще вопрос такой. Если у человека низкое давление, что принимать? If a person has low blood pressure, which product could be recommended? Well, probably Energy would be the best one. Скорее всего, Energy был бы самым лучшим. Eternity would have an effect on it. Также действие имело бы Eternity. Those would be the only two I can think of offhand that would be effective for that. И господин Том считает, что, скорее всего, эти два продукта наилучше помогли бы контролировать или улучшить низкое давление. Вопрос. Как вы рекомендуете все вот эти три дорогие продукты по очереди вместе, потому что употребляют по-разному? So what would be your recommendation as regards these three products? Would the application be combined, all three together, or in what sequence perhaps, as people are using quite differently? Yeah. My recommendation is you take them all at the same time, but Eternity should be taken, if you want to maximize the benefits of it, take it independently, but in the same time period. Можно в то же самое время применять все три продукта, но как приоритетным продуктом все же было бы Eternity. I'll tell you how I'll do it, but I'm a man, okay? Господин Том может рассказать свой личный прием, но I он don't take мужчина. the time and pour it out. I Так, just take the lid off, take a drink. немного выпивает с бутылки Take the и lid все. off, take a drink. Второй. That's how I do it, and they mix fine. И продукт очень хорошо смешивается внутри. But Eternity has got it in nano size. The molecules are in nano size. Но Eternity содержит молекулы, наномолекулы, то есть очень маленькие частицы. So I can take these two, Поэтому сначала господин Том применяет And then- эти два продукта. then I'll take, and I could pour these in the same glass. Бывает, наливаю даже в один и тот же стакан, They're fine. но вполне можно And смешивать. I could pour Eternity in too if I wanted to. И если бы он хотел, он также бы долил бы Eternity в And тот же it's стакан. fine. И это тоже было бы нормально. But to get the best effect, I just, if you want to pour it in the glass and measure it, then hold it in your mouth for about a minute and just kind of swish it around. Продукт Eternity он наливает в отдельный мерочный стаканчик, берет в рот и где-то минуту примерно мешает, не проглатывает для максимального эффекта. And you'll absorb up to about 250 times more. И тогда человек усваивает до 250 раз больше. Because it bypasses the digestive system, goes transmucosal. Ибо продукт проходит также через пищеварительный тракт и распределяется по всем системам, эндокринной системе. So that's how I take my Eternity. I swish it around for a minute. Именно таким способом господин Том применяет Eternity. It's surprising how slow that minute goes. Действительно удивительно и интересно, насколько долго эта минута тянется. Especially for my wife who interrupts her talking for a full minute. Интересно, особенно интересно этой жене, которая пытается все время его разговорить своими разговорами за минуту. She says, "Can I take twice as much and just keep talking?" Она предполагала, что она может выпить 2 раза, то есть взять в рот 2 раза больше, но продолжать говорить. Еще вопрос такой. Пожалуйста, расскажите о консерванте содиум, как это было, бензоат. Could you share more about preservative sodium benzoate? Yeah. Sodium benzoate is a very good preservative to keep yeast from multiplying.
Очень хороший консервант для предотвращения размножения. It can be considered toxic if ascorbic acid is used in the formulation. Этот бензонат Not toxic, можно считать токсичным, если в том же составе продукта присутствует аскорбиновая кислота. Not toxic, but carcinogenic, potential cancer causing. А если аскорбиновой кислоты нет в этом составе, то и бензонат соды можно считать неканцерогенным. Because sodium benzoate and ascorbic acid will react to release benzene. Ибо эти два вещества среагируют друг с другом, и в результате реакции, химической реакции будет выработан бензонат. And so we don't use ascorbic acid. Поэтому в продуктах в составе не включается аскорбиновая кислота. Значит, многих интересует, как употреблять продукты детям, имеется в виду 3 основных дозировки. И что вы порекомендуете для беременных? Как употреблять беременных? Ограничения для беременных. Okay. Для нормального формирования плода. Normal development of child. Okay. As you know, children come in all sizes. Как вы знаете, дети очень различных размеров. So it's like buying shoes. Это так же, наверное, как купить обувь You для don't just buy ребенка. children's shoes, you buy the right size. Вы не идете в магазин без ребенка, не покупаете просто обувь, а обязательно меряете и покупаете правильного размера. So you have to kind of guess. Поэтому, наверное, скорее всего, родитель должен как бы догадаться или примерно определить дозу. Most children don't need to turn it, their genes are already turned on. Большинство детям интернеты даже не советуются, потому что у детей гены роста работают. Not a value to children. И препарат не имеет ценности. What they really need is something like Spectramax. Но детям было бы необходимо Spectramax. And Fucoidan's okay if they get ill. This will increase the immunity by 400%. И фукоидан также рекомендуется в случае, если ребенок заболел, In a day. то фукоидан на 400% улучшит состояние иммунной системы в день. Or if it's in time of year where there's a lot of flus and infections and colds going around, it's very good to be on this. Или же рекомендуется прием во время сезона заболеваний. Now, how much to take? Если вопрос о дозе, It's not harmful. он, конечно, безопасен. And depending on the size of the child is just sort of a guess. But I would say probably, you know, your child can be bigger than you are. Конечно, если ребенок больше вас, самих, Then it's adult size. ростом уже со взрослого. But for a small child, usually about half what an adult takes. Но для маленьких детей, скорее всего, это было бы половина или 50% от взрослой дозы. You have to notice one thing about children. Their brain size, their head is disproportionate to the rest of their body. Но необходимо помнить, что голова и размер головного мозга в детском состоянии диспропорционально больше остальному организму. And the brain uses from 20 to almost 30% of all your total energy in the body. И головной мозг потребляет от 20 до 30% всей энергии, которая необходима организму. Because there's so much activity going on. Ибо дети очень активны, и вокруг что-то все время происходит. Now, with somebody like Igor, it may only be 5%. Такой человек, как, например, Игорь, наверное, потребляет где-то до 5%. But for the rest of us, it's 20 to 30%. Но для большинства людей это были бы 20-25%. And because of that, there's a lot of oxidative damage that goes on. Поэтому также происходит очень много повреждений организма процессом окисления. And so this is so great to maintain the integrity of the brain. И это великолепный продукт для поддержания хорошего состояния головного мозга. Because it will almost prevent all oxidative damage occurring in the brain. Ибо этот продукт способен предотвратить почти что все повреждения, вызванными оксидантами в головном мозге. If you ever slice, if you've seen it in humans that have died,
But a young brain and an old brain, if they're sliced in half, in a young brain you'll see all kinds of colors and streams flowing where the metallic signals are carried. Если когда-нибудь в медицинском музее или так далее, где-то видели разрез головного мозга человека, молодого человека и старого человека, то в мозге молодого человека были бы видны различные цвета, все те клетки, которые посылают сигналы и так далее, а в мозге старого человека. But in an old brain, the color streams, they start breaking up and became more faint because they've been oxidized away. Цвета были бы достаточно обесцвеченными из-за повреждения, вызванными различными оксидантами. So we believe this can probably keep that from happening if you start letting young children use it all their life. И компания считает, что если начать прием этого продукта достаточно в раннем возрасте, то это также предотвратит все эти повреждения оксидантами. And probably would keep most dementia and Alzheimer's from ever forming, and especially if you add this to it. И особенно если в уже определенном возрасте это дополнить приемом продукта «Ответы». And then this year we're going to have a very powerful brain formula. В этом году будут выпускать продукт, который содержит очень хороший состав для укрепления головного мозга. Which, if adults will start it, we think it will restore a lot of the brain function, do a lot of brain repair. Если этот продукт будут применять взрослые, то этот продукт будет обеспечивать регенерацию клеток и тканей головного мозга. And even if they have some forms of dementia, we can probably reverse that to a certain degree. А если даже взрослые будут иметь какие-то неблаготворные состояния головного мозга, продукты и активные вещества будут способны предотвратить и ликвидировать такие повреждения. Alzheimer's we couldn't, because chunks are eaten out of the brain. Конечно, не все повреждения продукт будет способен излечить, ибо есть такие неизлечимые повреждения, которые невозможно восстановить. Dementia, yeah. So it's a good combination. This is good for the brain, even an older brain. Итак, этот продукт очень хороший для поддержания состояния головного мозга и даже в зрелом возрасте. But we believe this new formula could probably prevent Alzheimer's. Но господин Том считает, что новый состав этого нового продукта будет способен на намного большие эффекты. In fact, I'm very confident in that. Я не полностью уверен в этом. It's possible Spectramax might too, but there's another ingredient, which this has, but it's in high concentration in the other. Это подобный ингредиент, который содержит Supramax, но, наверное, будет применяться в более высокой концентрации. It's coming out. Okay. Yeah, about pregnant. Oh yes, pregnant women. If you're pregnant, you don't have to worry about any of these products increasing your ability to get pregnant. Если вы уже беременны, то не надо волноваться при приеме этих всех продуктов для того, чтобы забеременеть. On every product we have a warning label, not to take them if or consult a physician if you're pregnant. And that's done for legal reasons. Конечно, по юридическим требованиям каждый продукт содержит указание, что если женщина беременна, то необходима консультация врача до приема продукта. Because if a woman is pregnant, she loses her baby. It's a very traumatic situation. И, конечно, это очень драматичная, беспокойная ситуация, если женщина теряет недоношенного ребенка или родов не было. But about 20% of all pregnancies ends up in a miscarriage anyway. Но в любом случае где-то примерно 20% всех беременностей заканчиваются внезапным абортом. Because there's either something wrong with the baby or something wrong with their system or something happens. Но, конечно, это из-за каких-то повреждений или каких-то неблагоприятных факторов самого плода или системы организма матери, почему так случается. And what happens if a woman's pregnant and she's going to have a miscarriage anyway, of course doesn't know it. She starts on this product and she has a miscarriage, she blames it on this product. Если женщина беременна и происходит не вынашивание, но в то же самое время она начала принимать какой-либо из продуктов, то, конечно, чисто человечески, скорее всего, она будет винить продукт. And you can understand that. И это необходимо помнить и понимать. So there's nothing in any of these that would affect a pregnant woman that I know of, except positively.
Господин Том не знает ни одного ингредиента, который не благотворно влиял бы на беременность или на беременную женщину. Especially these two are so powerful to help. Особенно эти два очень сильные и мощные продукта для помощи. But you can have a woman take this one, oh, lost the baby, this caused it. А если женщина принимала этот продукт, но произошло невынашивание, внезапный аборт, она женщина будет винить, конечно, это продукт виноват. It didn't, but she feels that way, and so Конечно, продукт этого не делал, но женщина that's why we say that. так себя чувствует. Consult your doctor. И поэтому всегда примечание о необходимости консультироваться с врачом. Вопрос насчет ксилитола, из какого вещества он производится, и насчет бутиленгликоля. Тоже. Xylitol in the products from what origin it is and butylenglycol. I don't understand. Вы имеете в виду на природный или? Maybe you didn't tell me the product, right? А может какой-то конкретный продукт можете сказать? Ingredient. В кремах есть бутиленгликоль. Oh, butylenglycol. Okay. Well, butylenglycol is a solvent to keep things in suspension. And Это сольвент для того, чтобы все остальные вещества были в равномерной жидкости. And it's sometimes people have a tendency to confuse it with the effects of propylene glycol. Бутилен очень часто или достаточно часто люди путают эффект или действие бутиленгликоля с действием пропиленгликоля. We use butylene because we need the solvency for some ingredients, but there aren't any negative health effects with it, as there is with propylene. Поэтому компания использует бутиленгликоль, он не имеет вредных свойств, и по сравнению с этим пропиленгликолем, который используют в других Propylene glycol affects the kidneys and the liver. Кроме того, пропиленгликоль вредно влияет на состояние почек и печени. And butylene does not. А у бутилена такого свойства нет. Есть некоторые, где пишется, что это чуточку имеет токсичность на организм, что это, да. There are some articles or some publications that butylenglycol also might have some toxicity. Yeah, I mean, there's always something that will have a little something, but it's very low toxicity, and we use very small amounts of it. Конечно, всегда где-то будет писаться какой-нибудь возможной токсичности, но, и, конечно, любое вещество имеет какую-то токсичность, но они используют эту составную часть в очень маленьком количестве. It's so small, it's inconsequential. И они, соответственно, доза такая маленькая, что не имеет последствий. И вчера вот был ксилитол очень, так часто упомянут, и врачи спрашивали из чего. Which one? Xylitol, ingredient for... Ну там и в Слендер Попсе. Oh, xylitol. Xylitol. Я литовка. Не, у нас тоже вроде ксилитол называется. Xylitol, да. And some physicians asked, спрашивали о необходимости его, как? Ну, опять, да, есть там вещества, из которых производятся, тоже имеют там токсичные всякие. Ну, это научно. They would like to have your comment about also various publications or articles or concepts about that xylitol or ingredients from which xylitol is made might have some toxicity. So it's the same issue. Well, the xylitol, there's two things to consider with it. В случае ксилитола необходимо рассматривать два пункта или два вопроса. It could be contaminated in extraction, but ours is not, it's pure. Это может быть загрязненным экстрактом ксилитола. But xylitol has a negative effect on animals. In fact, it's very harmful to a dog. Но в случае продуктов компаний они не используют такие загрязненные экстракты ксилитола, но есть научно доказано, что ксилитол очень пагубно действует на животных, в особенности на собак. But has no effect on the human. Но на человека такое действие не имеет.
Think of it like chocolate. Можно сравнить ксилитол с шоколадом. Give chocolate to your dog, it will die. И если вы своей собаке дадите немного шоколаду, собака тоже может умереть. Chocolate kills dogs. Можно тоже утверждать, что шоколад убил собаку. Affects their biology. Из-за биологических особенностей. Xylitol has a negative effect on a dog's biology too. Также ксилит имеет пагубное действие на биологию собаки. But chocolate is good for people, actually. Ну, например, тоже шоколад хороший для человека. And therefore, unadulterated xylitol, I mean unadulterated, is good. И не модифицированный ксилит также будет безвредным. No health hazard. Еще вопрос. Перманентный этот макияж воздействие не осветляет сейчас часто. If it's a permanent makeup, could it have some bad effect on this permanent makeup? No, what it does is increase collagen production. Нет, он не будет влиять на перманентный макияж, ибо он только влияет на объем коллагена. It's a peptide. Активное вещество это пептид. So once you stop using the peptide, that stimulation from it isn't there any longer, and they will start to go down. Если прекращается действие такого пептида, то и клетки, соответственно, не будут больше на него реагировать. Think of it like exercising. You can exercise and build the muscle up. Stop exercising, it starts going down. Так же, как и с продуктом Lip Plumper, то если вы занимаетесь спортом и накачиваете мускулы, если вы прекращаете это делать, то, соответственно, мускулы тоже больше не развиваются и останутся на прежнем уровне.